Задача построить развертку конической поверхности. У нас есть коническая поверхность, усеченный конус, которую пересекает призма, расположенная горизонтально, фронтально проецирующая призма. И нам необходимо построить линию пересечения. Линия пересечения у нас уже найдена. Вот она красным здесь показана, линия пересечения на виде горизонтальном. Вот она на профильном. И вот эта линия пересечения. Вот она будет здесь на фронтальной проекции. Для того, чтобы построить линию пересечения, нам на развертке конической поверхности, то нам необходимо предварительно сделать что? Построить развертку самой конической поверхности, на ней найти положение вот этих точек, 7, 6, вот, которые здесь синеньким показаны, и эти точки потом последовательно соединить. Вот все, что необходимо сделать. Давайте вначале достроим наш усеченный конус до того момента, чтобы он стал неусеченным. То есть мы, смотрите, его продлим дальше и продлим здесь точно так же до вот этого момента. Продлили, и у нас получился конус неусеченный. Ну, для того, чтобы построить вот эту развертку, то нам необходимо вначале построить и определить длину вот этой линии, которая у нас есть. Давайте мы ее измерим, длину образующей. Вот эта длина образующей. Она у нас будет составлять 116 миллиметров. Построим здесь горизонтально 116 миллиметров. Здесь будет находиться у нас точка S. Дальше необходимо посчитать, какая у нас будет у развертки будет представлять собой сектор. И необходимо посчитать, а какой же этот будет угол. Считаем. Этот угол определяется по формуле следующей. Альфа равно r, радиус основания, деленное на L, длину образующей, и умноженное на 360 градусов. 360 градусов. Ну вот теперь давайте мы это построим. У меня получилось в данном случае 136 градусов. Это будет полная развертка. Ну а мы построим половину этой развертки. Вот она, половина развертки. И соответственно этот угол будет у нас составлять 68 градусов. 68. Ну если мы будем мерить отсюда 180 и отнимем 68 градусов, то получим 112. 112. Вот так мы его и проведем. Вот так. И плюс еще кусочек покажем дальше. Теперь лишнее отрежем. Так, не хочет, мы его дважды тогда отрежем. От вот этой точки и до этой обрезали. Вот это заменим ломаной такой, не ломаной, а кривой линией. Вот так, а эту удалим. И сразу отмерим этот угол, покажем, что этот угол у нас будет 68 градусов. Ну, то есть половинка, да, половинка, то есть мы строим половинку вот эту. И наше вот здесь отверстие, оно будет располагаться вот где-то здесь. Где-то здесь. Дальше мы отмерили и здесь и построили всю образующую, но
посмотрите, у нас же не вся образующая нам нужна, а нам нужно только вот тот кусочек, который у нас есть. Этот кусочек будет у нас 76 миллиметров. Поэтому мы сделаем так. Отмерим. Вот здесь 76 миллиметров. 76 миллиметров. И дальше обрежем. Вот так. Ну, точно так же сделаем. Обрежем, чтобы осталось то, что нам необходимо. Так, и теперь еще раз обрежем. Вот так. И вот этот кусочек тоже изобразим основным. До этого момента. И эту линию преобразуем в основную. Преобразовали. Вот тот кусочек сектора, в котором мы должны построить наше отверстие. Теперь давайте разберемся. Все точки. Мы должны построить точки. Эти точки лежат на образующих. Точка 6. Вот видите, точка 6 лежит на образующей. Точка 7 не лежит на образующей. Вот дальше 2, 1, 3, 4, 5. Эти точки не лежат на образующей. Значит, мы проведем сейчас через них образующие. Проведем. Ну, сначала их проведем здесь. Эти точки у нас должны лежать. Вот я лишнее уберу. То, что нам не нужно будет. И эти точки у нас, соответственно, должны лежать так. От центра. И образующая идет вот сюда. Это будет через шестую точку. Дальше мы их обозначим буквами точки, для того, чтобы нам не путаться потом. Дальше из центра, опять же, через восьмую точку идет дальше. У нас образующая, ну так она не хочет идти, до окружности. Продолжение. Через точку 2 вот точно так же идет образующая. Затем через точку 1. Затем через точку сначала, ну, это будет 3 образующая. Через точку 5 образующая. И далее через точку 4. И через точку 4. Так, теперь эти образующие, они же будут проходить вот здесь, да? Будут проходить. Где они будут проходить? У нас, например, ну, начнем отсюда, с правой стороны. Вот если мы спроецируем эту точку, ну, она вообще у нас должна лежать не так. Эта точка должна лежать вот здесь. Вот так. То есть повернем ее, поставим правильно. Вот в этом месте. Если мы сюда проведем линию связи, то что окажется? Ну вот смотрите, это будет линия связи у нас, вот она, идти до сих пор, ну и далее, да, до точки 4. А теперь, где это образующая? Где это образующая? Вот она, видите, здесь заканчивается. И если мы через нее проведем вершину образующую, то она будет проходить через точку 4. Точку 4.
Если мы теперь построим эти образующие здесь и на них отложим вот эти расстояния, или эти сверху расстояния, то мы найдем положение точки 4. Единственное, в чем тут проблема. Значит, расстояние мы здесь померить не можем. Почему? Поскольку, смотрите, это образующая, вот она одна, и вот вторая. Это проекция. И эта проекция не соответствует натуральной величине. Но мы тогда можем сделать как? Мы можем воспользоваться методом вращения, повернуть вот эту проекцию, чтобы она заняла положение горизонтальное. Тогда точка 4 будет у нас перемещаться по горизонтали. И вот это расстояние, это будет натуральная величина по образующей для точки 4. Теперь осталась нам проблема что? Построить эти образующие. Для того, чтобы их построить, вначале обозначим все образующие. И начнем отсюда. Это будет точка, буквами обозначим, чтобы они отличались. А, это Б, С, Д. Так, через точку 3 вот тут проходит Е, дальше К и Л. Все, вот все образующие. Эти образующие будем строить здесь. Теперь давайте подумаем. Вот это образующее где она находится? Вот она находится. Поэтому давайте сразу мы тоже так и подпишем здесь. Это будет у нас образующая А. Потом где-то будет Б, где-то будет С, Д, потом Е, К и Л. Вот такие образующие. И, соответственно, смотрите, вот мы эту образующую здесь изобразили. А вот это образующее, это будет вот это, да, половинка, да, половинка. Значит, это будет тоже образующая у нас, она одинаковая, и будет она называться у нас тоже А. Тоже А. Значит, давайте мы теперь изобразим вот эту образующую. Для этого нам надо измерить вот это расстояние. Значит, измерять мы можем по хорде, то есть вот так. Отложим здесь эту хорду, померим ее длину, она у нас 42 миллиметра. Значит, изобразим вот здесь окружность 42 миллиметра и проведем из центра, у нас образующие идут до этой точки. L мы перенесем вот сюда. Дальше это уберем. Вот смотрите, мы положение образующее L нашли. На образующее L у нас лежит точка какая? 4. Вот это расстояние мы повернули, то есть мы должны померить вот это расстояние. Измеряем вот это расстояние, что у нас получилось, и получаем 41 миллиметр. 41 миллиметр. Ну, отложим, да, это расстояние вот здесь по образующей 41 миллиметр. И в том месте, где закончилось 41 миллиметр, мы получим точку. Это мы удалим, и эту точку мы подпишем 4. Вот здесь точка 4. Всего одну точку мы нашли. Аналогично мы разыщем все остальные точки и все образующие построим. То есть дальше строим следующую образующую. Это будет наша К, потом Е. К, Е. Для этого мы сразу по две, чтобы было быстрее. И К построили, и Е построили. Вот маленькая хорда. Находим у нас свойства 24 миллиметра. И вот эта маленькая хорда
свойства. Ну, 2 я округлю миллиметра. Значит, 24,2. Это мы должны померить откуда? Вот отсюда. Здесь 24. И из конца что получилось? У нас 2. 2. И теперь в конце мы можем провести образующие. Вот отсюда сюда, в эту точку. И опять образующую в точку вот эту. Значит, окружности удалим. И здесь поставим точки. Это К и точка Е. Найдем эти точки, лежащие здесь. На К лежит у нас точка 5. Точка 5, значит, пятую точку, вот она. Мы ее спроецируем вот сюда, на образующую, и померим это расстояние. Это расстояние у нас 58 миллиметров. Отложим это расстояние пока. Отсюда сюда 58 миллиметров. Так, не с той стороны она отложилась. Мы должны от К отложить сюда 58 миллиметров. И в конце поставим точку. Вот тут надо ее найти. Нам надо найти не центр, а конец того отрезка. Вот он. Ну, у нас как раз он получился в центре, да? Так, и то, что мы строили, то мы можем убрать. Так, это точка 5. Точка 5 нашли. А точка теперь 3. Точка 3, она лежит вот на этом образующей Е. И расстояние вот оно. Найдем это расстояние снизу. Проведем вот так. И теперь его измерим. Вот таким способом. 25 миллиметров. Откладываем. Здесь 25 миллиметров. 25 миллиметров. И в конце поставим точку. Есть. Подпишем. Это точки 5 и 3. Значит, это у нас будет точка 5 и точка 3. Подписали. Дальше точно таким же путем ищем положение точки, это положение, образующее С. Для этого измеряем отрезок. Этот отрезок будет у нас 32 миллиметра. Ну, я до точки так Е. Смотрите, мы построили так L, потом К, Е. Так, а у нас точки D еще нету, да? Точки D нет. Значит, до L у нас 32 миллиметра. А до точки D мы его сейчас измерим. Вот он. И это будет у нас 16 миллиметров. Значит, чертим окружность 16. Из места пересечения мы чертим 32. Вот отсюда 32. Так. И, соответственно, проводим образующие из этой точки вот в эту. И из этой в эту. Окружности удаляем. Это подвинем. Подвинем. Вот так. И теперь найдем. На D у нас лежит точка 1. Найдем это расстояние. Ну, я вынесу в другую сторону. Вот так. Вынес это расстояние.
И вот здесь это измерю. Да, сколько это будет? 9 миллиметров. 9 миллиметров по D. Отмечаю 9 миллиметров. И в конце здесь ставлю кружочек. Раз, это точка 1, а точка 2 у нас, вот она, вынесли расстояние, теперь измерили. Так, размер. Это 27 миллиметров. Отмечаем здесь 27 миллиметров. Ставим кружок. Так, подписываем. Точка 1. Так, у нас 3. Потом идет 1. Потом пойдет 2. Так и подписываем. Здесь будет у нас точка 1, а здесь будет точка 2. И осталось нам найти последнюю точку. Последнюю точку. Эта точка, ну, вообще, наверное, не последняя еще. Да, вообще, в принципе, последняя. Последнюю образующую провести вот здесь. Так. Ровненько поставим. Вот так. И измерим. 14 миллиметров. Окружность 14. Проведем образующую. Вот сюда. Это уберем. Это подвинем. Ну и это подвинем тоже. Теперь на этой образующей у нас лежит точка 8. Точка 8. Ну, вынесем. Это образующая будет у нас. Можем мы измерить прямо по вот этой образующей. 30 миллиметров. Измеряем 30. Ставим кружочек. Так, и это наша точка 8. А точка 6, смотрите, лежит на чем? У нас получается прямо на образующей. И длина, то есть лежит на какой образующей у нас? Вот смотрите, если мы проведем вот образующую, да, то она будет проходить через точку А. То есть прям лежит на вот этой образующей. Это вот эта образующая А. И расстояние до нее мы можем измерить прямо непосредственно вот здесь. Вот она. Это будет 73 миллиметра. Строим эту точку 6. 73 миллиметра. И в этом месте окружность. Ну, то есть она у нас здесь заканчивается. Вот здесь, да? Вот тут. Миллиметр. Значит, отмечаем точки, подписываем. Это точка 8, это точка 6. Все точки у нас построены. Теперь осталось совершить последнее, что необходимо. Построим саму линию пересечения. Эта линия у нас кривая. Значит, начинается она у нас, смотрим, в точке 6, дальше идет в точку 5, потом из 5 идет в 4, 4, 3, 1, 2 и 8. Ну, видите, здесь еще кусочка не хватает. Ну, почему? Вот здесь мы могли поставить еще одну точечку и ее найти, да, чтобы было точно. Но она должна быть вот таким вот образом. Так, и мы это просто-напросто растянем. Вот так. Вот и все получилось. Развертка усеченного конуса. Вот она. Развертка с линией сечения. Вот здесь пусто, здесь вырез. Задача решена.